Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске представлены 15 увлекательных и неожиданных вопросов на общие знания. Предлагаем проверить свои знания с помощью нашего теста. Если готовы, то начнем. Какая из птиц умеет летать задом наперед? Это колибри, крошечная пташка. Одна из самых удивительных представителей пернатых из всех живущих на нашей планете. Она больше похожа даже не на птицу, а на бабочку-бражника. А самые малюсенькие из этих птичек с виду вообще напоминают шмелей. Такие же мелкие и тоже собирают нектар с цветов. Но помимо того, что колибри самая маленькая птица на Земле, она еще имеет множество достоинств и особенностей. К примеру, она может летать задом наперед, а ее полет хвостом вперед просто поразителен. Крылья колибри движутся настолько быстро, что создают впечатление вокруг нее небольшого облачка. Каким животным разрешен вход в мусульманскую мечеть? Несмотря на то, что в исламе нет священных животных, к кошкам у мусульман весьма трепетное отношение. Кошек, в отличие от собак, разрешено держать в домах, более того, их свободно пускают в мечети. Кошки упоминаются во многих легендах и хадисах и считаются чистыми. Наличие кошачьей шерсти на одежде или молельном коврике, как в доме, так и в мечети, не является загрязнением и нисколько не мешает молитве. Как называется государство, которое расположено сразу в 4 полушариях Земли? Республика Кирибати – крохотное государство в Тихом океане, состоящее из островов-атоллов. По площади все атоллы Кирибати меньше современной Москвы. Но только эта страна расположена сразу в северном, южном, западном и восточном полушариях. Столь завидное положение на географической карте на деле оказывается не столь благоприятным. Государство 4 полушарий в опасности. Большая часть островов представляет собой низменности, и страна находится под угрозой затопления в случае дальнейшего повышения уровня Мирового океана. Поэтому одним из приоритетных направлений внешней политики Кирибати является привлечение внимания к проблеме глобального потепления. Что означает бинди, точка, которую индийские женщины рисуют в центре лба? Точку, которую можно увидеть на лбу индийских женщин и чуть реже мужчин, сами индусы называют бинди, что так и переводится – точка капля. Традиционно это означало, что женщина исповедует индуизм и состоит в браке, то есть красная точка являлась одновременно отображением религиозного мироощущения женщины и ее социального статуса. Местом нанесения этого знака не случайно выбрано пространство на лбу между бровями. Именно здесь по тантрическим поверьям находится 6-я чакра, которую также называют 3-м глазом. 3-й глаз помогает человеку видеть скрытое, получать тайные знания, а нарисованное на лбу солнышко увеличивает эти способности. Сердце какого африканского хищника самое маленькое? Даже трудно представить, что в ответ на этот вопрос можно назвать льва. Тем не менее, данный факт не только открыт учеными, но и научно подтвержден. На сердце у него приходится 1% всей массы. Но это не единственный удивительный факт, которым может похвастаться царь зверей. К примеру, среди львов вы никогда не встретите 2 хищников с одинаковыми мордами, так как у каждого она по-своему уникальна. Как называется самая опасная муха? Муха ЦЦ – тихий убийца из Африки. Муха ЦЦ является одним из самых опасных насекомых на планете. Несмотря на свою миниатюрность и отсутствие ядовитых желез,
Это насекомое способно легко убить даже человека. Ведь именно она является переносчиком таких смертельных заболеваний, как сонная болезнь у человека и наганы у животных. Где находятся самые старые действующие башенные часы? Самым старым в мире механическим башенным часам более 6 веков. В 1380 году на башне Уэльского кафедрального собора в английском графстве Сомерсет были установлены астрономические часы, которые за свою столь долгую историю ни разу не выходили из строя и продолжают отсчитывать время и по сей день. Причем это чудо часового искусства показывает не только время, но и фазы Луны и положение Солнца на небосводе. В какой стране чаевые считаются оскорблением? Если после хорошего обеда в стране восходящего солнца вы в порыве благодарности решите оставить официанту на чай, лучше больше никогда не появляйтесь в этом заведении. Его владелец и весь обслуживающий персонал посчитают чаевые сильным оскорблением. Об этом нужно помнить везде, в ресторанах, отелях и даже в такси. Мы чаевые не берем, мы хорошо зарабатываем. Такие таблички можно встретить в стране восходящего солнца. Где находится стена плача? Стена плача, западная стена, это уцелевшая часть старинного укрепительного сооружения в старом городе Иерусалима. Она располагается на западной стороне Храмовой горы и выходит фасадом на просторную площадь еврейского квартала. Это сооружение – величайший религиозный памятник Израиля. Стена, достигающая в длину 450 метров, состоит из 45 рядов каменной кладки, 17 из них расположены под землей, а 28 на поверхности земли. Но почему она носит такое название? Когда были уничтожены храмы, иудеи стали собираться там и оплакивать свою утрату. Согласно еврейскому закону, посещая западную стену и созерцая царящее вокруг опустошение, каждый верующий человек обязан плакать и рвать свою одежду. Арабы, которые неоднократно наблюдали, как иудеи рыдают здесь о разрушенных храмах, назвали руины древнего сооружения стеной плача. Но есть еще одна версия такого названия: иногда на камне выступают капельки влаги, похожие на слезы. В последний раз слезоточение было зафиксировано на стене в Израиле в 1940 году. Какая необычная способность есть у самцов рыб-клоунов? Рыба-клоун чрезвычайно популярна у аквариумистов из-за своего привлекательного внешнего вида и неприхотливости. Эту рыбу отличает чудесная способность менять свой пол. Когда умирает репродуктивная самка, самец рыбы-клоуна превращается сам в самку для того, чтобы выбрать потом себе другого самца и откладывать икру. Кто такие убиквисты? Убиквисты – это виды животных и растений, способных нормально развиваться в самых разных условиях окружающей среды. Обладая очень широкой экологической амплитудой, убиквисты могут существовать почти при любых климатических условиях, разной солености воды, в несходных местах обитания. Например, тростник обыкновенный обитает в водоемах и на суше, нередко в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Сосна обыкновенная растет на болотах, известняках, песках и глинистых почвах. Волк и лисица обыкновенная распространены в тундрах, лесах, степях, полупустынях, а иногда и в пустынях. Что влияет на морские приливы и отливы? Океанические приливы – это регулярные подъемы и падения уровня вод Мирового океана в ответ на гравитационные воздействия, то есть на силы притяжения.
Когда воды океана поднимаются до самой высокой отметки, а это случается каждые 13 часов, это называется приливом. Когда вода опускается до самой низкой отметки, это называется отливом. Как называется различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза? Гетерохромия – различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Цвет глаз формируется в первые 2 года жизни ребенка. То есть тот цвет, с которым он родился, со временем может измениться. За это отвечает пигмент меланин. Цвет радужки будет зависеть от того, как и в каком количестве в ней распределится данный пигмент. Если меланина много, глаза имеют темный цвет, и наоборот, в светлых глазах количество меланина снижено. При гетерохромии принцип равномерного распределения меланина нарушен. Наблюдается повышенная концентрация меланина, либо в одной из радужек, что приводит к глазам разного цвета, либо на определенном участке радужки, тогда глаз будет двухцветным. В какой стране находится крупнейшая в мире библиотека? Знаменитая библиотека Конгресса – самая большая библиотека в мире. Это также старейшее и одно из крупнейших культурных учреждений в Соединенных Штатах. Библиотека Конгресса – это огромная кладезь информации, которая содержит миллионы книг, карт, манускриптов, периодических изданий, фотографий, звука и видеозаписей, редких инструментов, а также является одним из замечательнейших сооружений Капитолийского холма. Всего в библиотеке находится около 138 миллионов единиц хранения, а постоянный штат насчитывает 3700 сотрудников. В каком море находится таинственный Бермудский треугольник? Бермудский треугольник – район в Саргассовом море, Атлантический океан, в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, Бермудских островах и Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Сторонники теории о загадочных исчезновениях в зоне Бермудского треугольника выдвигают различные гипотезы для их объяснения. От необычных погодных явлений до похищения инопланетянами или жителями Атлантиды. Скептики, однако, утверждают, что исчезновение судов в Бермудском треугольнике происходит не чаще, чем в других районах Мирового океана, и объясняются естественными причинами. Район очень сложен для навигации. Здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы смогли узнать что-то новое. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, пусть и они проверят свои знания. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. До новых встреч!